Без сомнения, фильм «Терминатор 2» был самым любимым в нашем детстве. Но что же могло продлить удовольствие от просмотра похождений Железного Арни? Конечно, видеоигра по мотивам фильма для приставки Dendy, в которой каждый из нас мог взять управление этим самым Терминатором в свои руки и пройтись по знакомым локациям из фильма. Всем 8 бит, я Роман Шабанов, скорее ставьте лайк этому видео, а я расскажу вам, как довольно простыми по сегодняшним меркам вещами шокировала и удивляла нас игра Терминатор 2, когда мы проходили ее в детстве. Хотя, конечно, проходили ее, прямо скажем, не все. Это рубрика «Шок 5». Погнали! Я вернусь. На пятом месте у нас расположились 8-битные кадры из фильма. Заставка игры встречает нас крутейшим и, я бы даже сказал, фотореалистичным изображением Арнольда Шварценеггера в образе Терминатора, из правой половины которого выглядывает стальной скелет робота, кокетливо подмигивающего игроку своим красным глазом. Далее, по мере просмотра сюжетных вставок, нам показывают еще целую россыпь очень крутых картинок. Сара Коннор с пистолетом, пугающий стальной скелет Т-800, Арни на мотоцикле, большой портрет Т-1000 в полицейской форме, хотя, конечно, сходство с Робертом Патриком слабоватое. Позже в игре нам вновь показывают Арни в кожаной куртке и темных очках, но уже в более приближенном ракурсе. И вновь качество практически фотореалистичное. Апогеем этого визуального восторга становится анимация погружения Т-800 в раскаленный металл. Художник явно выпрыгнул из штанов, чтобы все это нарисовать. Единственной кривой картинкой можно назвать физиономию Джона Коннора, который мало похож на себя, да еще и всю игру нелепо стоит с разинутым ртом. Четвертое место. Стрельба по коленям и арсенал пушек. Несмотря на то, что противников в первом уровне игры нам приходится мутузить кулаками, в последующих уровнях нашего Терминатора ждет целый арсенал разнообразного оружия. Тут есть и дробовики, и разнообразные автоматы, но самым лакомым оружием, естественно, является подвесной пулемет, из которого Т-800 расстреливал полицейские машины в фильме. Черт возьми, миниган! Однако в игре предусмотрена очень хитрая и в то же время гениальная система выдачи оружия. Как мы помним, Терминатор поклялся не убивать людей. Клянусь, что никого не убью. И разработчики обыграли это так. Начиная с 3-го уровня в психиатрической лечебнице игрок должен стрелять по санитарам, приседая. Таким образом, наш стальной бугай будет попадать им по коленям, выполняя данную им клятву. И чем лучше игрок будет выполнять это условие, тем нажористее ему выдадут пушку в следующем уровне. Согласитесь, очень изобретательный ход по адаптации эпизода из фильма. Третье место. Адская погоня на мотоцикле. Второй уровень игры обыгрывает первую встречу Терминатора Т-800 и молодого Джона Коннора. Погоня происходит в туннеле, где жидкий Т-1000 гонится за мальцом на грузовике, и, конечно же, в последнюю секунду появляется Железный Арни и спасает бедолагу. В игре разработчики неплохо изобразили водоотводный туннель в косоугольной проекции. К тому же здесь происходит смена игрового процесса, что разнообразит игру. Однако, играя в первый раз, понять, что здесь происходит, совершенно невозможно. Поэтому долгое время для меня игра Терминатор 2 на Dendy состояла из 2 уровней: парковка грузовиков и чертова погоня на мотоцикле. Хотя постепенно нам с братом все же удалось понять, что грузовик можно остановить шквальным огнем из дробовика, что замки на воротах нужно сбивать выстрелом. И все же прохождение этого уровня требует недюжей реакции. И вот такая хардкорщина, которая начинается на 2-м уровне игры, вызывала просто недоумение. Второе место. Вопрос, который давно висел в воздухе. Где голый Терминатор? Как мы знаем, для успешного перемещения во времени человек или Терминатор должны быть голенькими. Таковы правила работы машины времени в киновселенной Терминатора. И начальная сцена игры показывает нам именно это. Среди парковки грузовиков неожиданно сверкает молния, и из яркого шара появляется главный герой Т-800. И как видите, никакой одежды на нем нет. Все по канону. Но начинается первый уровень, и Т-800 уже в одежде и темных очках. Дальше больше.
После победы над первым боссом нам торжественно объявляют, что мы приобрели ботинки, одежду, мотоцикл и оружие. Конечно, я понимаю, что виной здесь ограничение платформы. Вряд ли кто-то из родителей обрадовался тому факту, что их ребенок управляет на экране голым мужиком. И все же такое преждевременное одевание можно было обыграть в сюжете игры заранее. Например, наш голожопый робот нашел одежду сразу, а за мотоциклом и оружием уже отправился в бар. А теперь давайте исправим эту историческую несправедливость. Специально для этого ролика я нарисовал голого терминатора. И давайте теперь посмотрим, как бы выглядела игра, если бы все было по канону. Ставьте лайк за труды и надеюсь, YouTube нас за такое не забанит. И на первом месте финальная битва с жидким терминатором. На протяжении всей игры Т-1000 будет постоянно гадить нам и мешать, то преследуя на грузовике, то мешая спасению Сары Коннор из клиники. Однако отомстить ему в полной мере мы сможем только добравшись до сталелитейного завода. Вот уж где он нам ответит за постоянные проигрыши в погоне на мотоцикле и за выстрелы в спину в психиатрической клинике. В общей сложности на заводе нам предстоит сразиться с жидким терминатором 3 раза. И если сохранить к этому моменту полностью заряженную пушку, то первые 2 схватки не вызовут проблем. Мы просто расстреляем негодяя до состояния желе. А вот в финальной схватке, следуя заветам фильма, нам нужно будет столкнуть Т-1000 в раскаленный металл. И для этого мы будем использовать наше секретное оружие судного дня, а именно стальную жопу Т-800. Немного попрыгав на жидкого терминатора сверху, мы легко сбросим его в раскаленный металл. Такой необычный способ избиения финального босса, конечно же, вызывает только одно чувство – шок. Гляньте, кого к нам хронопортировало. Дружище, ты не Сару Коннор ищешь? Расскажи бонусный факт об игре Терминатор 2. Нет проблем. Слушай меня внимательно. Sega Master System была очень редкой приставкой на постсоветском пространстве. Картриджи для нее было вообще не достать. Я, например, до сих пор живьем ее ни разу не видел. Однако именно на эту консоль имеется знакомая нам игра Терминатор 2, но только с более продвинутой графикой, практически 16-битного уровня. Видимо, из-за аппаратных ограничений из нее вырезали ту самую погоню на мотоцикле, разделив первый уровень на 2 – стоянку грузовиков и бар. Отличие в игровом процессе я заметил следующее. Первый босс двигается гораздо быстрее. Энергия терминатора от пуль кончается медленнее. Врагов в лечебнице и офисе Кибердайн гораздо больше, и они не обнуляются при выходе из помещения. Пушки на потолках стреляют в сторону вашего движения. И на заводе качающиеся крючки заменили платформами. В целом, версия для Master System требует привыкания, у нее немного другие тайминги. И на всю игру у вас только один континью. По сравнению с версией для NES, она выглядит кустарной поделкой. Но, повторюсь, графика смотрится круче. И хотя бы ради этого в версию Sega Master System стоит поиграть. А еще картридж Terminator 2 от Master System можно запустить и на Sega Mega Drive 2. И получится, что вы играете в Терминатора для 8-битной Nintendo на 16-битной консоли Sega. Ну и говно. На этом, пожалуй, закончим второй выпуск 5 шокирующих фактов. В заключении добавлю, что картридж с игрой Terminator 2 у меня был для приставки Dendy. Мы с братом обожали эту игру,
Но, конечно же, потребовалось очень много времени, чтобы пройти второй уровень с погоней и в конце концов закончить саму игру. Жаль только, картридж этот мы дали кому-то поиграть, и он бесследно пропал, как это часто бывало. И все же приятные воспоминания об игре Терминатор 2 у меня сохранились. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. И, конечно, буду благодарен, если поддержите меня на сервисе Boosty. Любая поддержка важна для развития канала. Еще увидимся. Паша, запивай. Я надеюсь, сам Левушу не сломал, а то у меня микрофон на столе стоит, может он